Посмотрите, какая красота! Не зря же мы с вами все заворачивали в рулет. Какие красивые теперь у нас слои с ореховой начинкой, да еще с корицей. Вкуснятина. Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня я предлагаю приготовить очень популярную паску краффин. На нашем канале уже есть рецепт, который набрал больше 4 миллионов. Здесь появится ссылка на видео, и также в описании оставлю под видео. Это очень вкусная паска, но сегодня мы сделаем ее улучшенную, еще вкуснее версию. Здесь 100 мл теплого молока, я добавляю где-то чайную ложку сахара из общего количества, всего 70 граммов сахара. И также 3 столовые ложки муки, всего муки 350 граммов. Ну и 20 граммов живых дрожжей. Если будете использовать сухие, то берите 7 граммов. Так, это все перемешаем. Сейчас мы с вами проверим, активны ли дрожжи. Если у нас масса начнет пениться, то можно продолжать дальше готовку. Если нет, то, конечно, нужно купить другие дрожжи. Накрываем миску пищевой пленкой или крышкой и ставим в теплое место на 15 минут. Тем временем берем 2 яйца, 20 граммов ванильного сахара, весь оставшийся обычный сахар, минус 1 чайная ложка, четверть чайной ложки соли. Перемешаем. Также нам понадобится 200 граммов орехов. Я взяла грецкие, вы можете взять любые. Нам нужно их или подсушить в духовке, или на сковородке, чтобы они были более яркого вкуса. Я это буду делать в эйр-фрайере на 5 минут при температуре 180 градусов. Орехи подрумянились, даем им остыть. Теперь проверяем, что у нас с нашей опарой. Это уже и визуально видно, что все у нас чудесно. Она шапочкой подошла. Очень, смотрите, какая пышная. Какой приятный звук. Перекладываю опару к яйцам с сахаром. Вы также можете сюда для ароматизации добавить цедру лимона. Но мне кажется, что она здесь не нужна, потому что у нас будет ореховая начинка. Также добавляю частями муку. Всего, как вы помните, 350 граммов. 3 столовые ложки я добавила в опару. Начинаем замешивать. Сначала лопаткой. Я добавила все 350 граммов муки. И вот такое у меня получается тесто. Оно еще липкое, как видите. Но больше муки я уже не буду добавлять. Посыпаем поверхность мукой. Перекладываем сюда тесто. И вымешиваем 2-3 минуты. Посмотрите, тесто, когда вы начинаете долго вымешивать, оно становится вот таким липким. Ничего страшного, помогаем себе шпателем и продолжаем вымешивать. Посыпаем поверхность мукой, тесто растягиваем, если нужно, руки тоже немножко припыляем мукой, потому что тесто липкое. Если долго его разминать, то оно пристает к рукам и к поверхности. Выкладываем сливочное масло, 30 граммов, мягкое, размягченное комнатной температуры. И вмешиваем масло в тесто. Вмешиваем масло до того момента, когда увидите, что оно уже у нас полностью вмешалось и тесто стало однородным. Если у вас есть кухонная машина, вы можете воспользоваться ей для замеса теста. Или же можно использовать тоже миксер с насадкой крюки. Вот посмотрите, какое замечательное получается тесто. Если у вас есть кухонная машина или тестомес, то вымешивайте его хотя бы 10 минут. Если вы это будете делать вручную, то, конечно, вам будет намного сложнее, потому что тесто начинает очень сильно липнуть и к рукам, и к поверхности. Поэтому или немножко смазывайте руки растительным маслом, или вот совсем чуть-чуть вот так вот припыляйте поверхность мукой и помогайте себе шпателем, когда оно прилипает к поверхности и к рукам. Смазываем растительным маслом миску,
Выкладываем сюда тесто, сверху накрываем пищевой пленкой или крышкой и ставим в теплое место на час-полтора. Тесто должно увеличиться в объеме в 2 раза. Я как теплое место использую духовку. Я ее прогреваю до 50 градусов, потом открываю, оттуда выходит теплый воздух, и в итоге там комфортная температура в районе 35-36 до 40 градусов максимум. Это идеальная температура для расстойки теста. Вы можете его еще сверху укутать пледом или полотенцем, поставить в духовку, чтобы ему было уютно, хорошо, и оно хорошо росло. Тем временем орехи полностью остыли, и мы можем их измельчить в блендере. Или можно это сделать при помощи скалки. Вот такие у нас измельченные грецкие орехи. Если любите корицу, то добавьте сюда чайную ложку молотой корицы. Также 60 граммов сахара обычного. Вот такая у нас супер вкусная получится начинка. 50 граммов растопленного сливочного масла тоже идет сюда. Перемешиваем. И как видите, масса у нас еще получается такая слегка суховатая. Если вы видите, что у вас ореховая масса сухая, то добавьте сюда еще немножко молока теплого, буквально 1-2 столовые ложки. Тесто хорошо подошло, у меня оно было в теплом месте час 40, где-то так, мне кажется. Посмотрите, какое оно у нас чудесное. Посыпем поверхность мукой, руки тоже, и будем сейчас перекладывать. Админаем тесто, чтобы выпустить весь углекислый газ, который у нас там накопился за время расстойки. Аж шкварчить, свистеть. Разделяем тесто на 3 части, весом 220-230 граммов каждая. Я перед этим взвесила тесто, поэтому знаю точный размер каждой пасочки. Каждую часть теста округляем в шарик. Тесто очень приятное, мягкое, нежное, эластичное. Накрываем шарики пищевой пленкой и оставляем на 5-10 минут, чтобы клейковина расслабилась и нам было легче его раскатывать в пласт. Теперь берем один шарик теста, поверхность и сам шарик хорошо посыпаем мукой и начинаем раскатывать в прямоугольник. Нужно раскатать достаточно тонко. Тесто должно быть где-то 2 мм в толщину. Стараемся максимально тонко раскатать. Тесто, в принципе, дает это сделать. Но хорошо раскатывается. Начинку разделяю на 3 части мерседесом. И смотрите, если нужно, то добавьте немножко молока, чтобы она была вот такая вот сочная и не сухая. Все, перекладываем треть начинки на тесто. Распределяем. Стараемся распределить начинку по всему тесту. У меня получился прямоугольник размером 31 на 37 сантиметров, но это в принципе не очень важно, вы можете раскатать и 30 на 40, главное, чтобы тесто было тонко раскатано, и, кстати, потом пальцами удобно его распределять, удобнее, чем лопаткой, потому что пальцы у вас теплые, они сразу же хорошо распределяют по тесту всю начинку, и, смотрите, почти все покрыто. Сворачиваем в рулет. При раскатывании не забывайте хорошо посыпать поверхность мукой, чтобы у вас тесто не приставало и было комфортнее с ним работать. Фиксируем этот край. Разрезаем тесто пополам, но при этом этот край не разрезаем. Так. И теперь формируем жгут. Просто переплетаем. Все готово. И начинаем сворачивать. Так.
И этот край туда вот так вот фиксируем внутрь. Все, наша с вами пасочка готова. Диаметр формы 9 сантиметров, высота тоже 9 сантиметров. Так, туда аккуратно выкладываю тесто. Все. Кстати, эти формы я сделала самостоятельно. Ссылку оставлю обязательно. Где-то появится на экране и также в описании под видео. И то же самое делаем еще с двумя пасочками. Накрываем пищевой пленкой и ставим в теплое место на финальную расстойку на 45-60 минут. Тесто должно хорошо подрасти и занять почти весь объем формы. Вот на это и ориентируйтесь, а не на время. Посмотрите, как чудесно подошли пасочки. У меня они поднимались где-то 1 час 10 минут. Кстати, эти две крайние формы получились чуть выше, чем средняя, поэтому они не полностью подошли до края, а средняя подошла уже до края. Теперь берем один желток, немножко молока и перемешиваем. И аккуратно смазываем желтком с молоком. Оставляем пасочки где-то на 2-3 минуты, чтобы у нас смазка желтковая распределилась. И тем временем прогреваем духовку до температуры 170 градусов. Верхний и нижний нагрев без конвекции. Ставим противень с пасочками чуть ниже среднего и выпекаем 25-30 минут до полной готовности. Ну что ж, пасочки пропеклись. Давайте сейчас раскроем и посмотрим. Что мне нравится в этих домашних формах, что они абсолютно не прилипают к тесту. Посмотрите, какая у нас красавица получилась. В крафинах всегда интересно, какими они получатся. Когда вы их раскрываете, всегда есть рисунок и по бокам, и сверху пасочки. Вот такая вот красавица. Посмотрите. Паска немного остыла, и теперь я ее разрежу, чтобы показать вам, какая у нас она внутри. И посмотрите, какая красавица! С ореховой начинкой. Конечно, нельзя разрезать горячие паски. Если бы она еще немножко остыла, то рисунок был более бы отчетливым. Уже прошел 1 день, пасочки полностью остыли, стабилизировались. И посмотрите, какой в этой пасочке красивезный рисунок. Посмотрите, какая красота. Не зря же мы с вами все заворачивали в рулет. Какие красивые теперь у нас слои с ореховой начинкой, да еще с корицей. Вкуснятина. Крафин получился очень вкусный, ароматный, благодаря орехам и корице. Тесто нежное, воздушное. И, конечно, советую вам попробовать и крафин классический, который я делала, и этот крафин с ореховой начинкой. Они оба достойны вашего внимания и обязательно разнообразят пасхальное меню. Я же с вами прощаюсь. Всем пока, до новых вкусных рецептов.